Всем привет! Интересная сегодня камера видеонаблюдения с AliExpress. Магазин Unbiax прислал новинку для видеообзора. Чем интересно, как по мне. Эта камера двухдиапазонная. Wi-Fi 2 диапазона, 2,4 ГГц и 5 ГГц поддерживает. Второе, что камера очень маленькая. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Я достал ее и приятно удивился ее размером. Посмотрите. Если раньше показывал я вам камеры, которые вмещались в ладонь, были по размеру с ладонь, эта камера, можно сказать, уже как пол ладони. Очень легкая, очень незаметная, практически, по сравнению с другими камерами, с ее характеристиками. Поворотная, 3 ночных режима, 5G. Наклейка с паролями, с QR-кодами, микрофон, динамик, поддержка карт памяти до 128 гигабайт. И что интересно, на отводе кабеля только разъем питания. И посмотрите, какой разъем питания. Не обычный джек, который привыкли видеть с 12-вольтовыми камерами, а вот такой вот. Скорее всего, как у Nokia, у первой джек, такой вот разъем питания. И эта камера имеет питание 5 вольт. Не 12-вольтовая, а 5-вольтовый вариант. Скорее всего, специально такой разъем сделали для безопасности, чтобы вы случайно не подключили 12-вольтовый блок питания и камера не вышла из строя. В комплекте идет блок 5 вольт напряжения и 2000 миллиампер, 2-амперный блок питания. Также можете заказать в комплекте карту памяти. У Unbiax нормальные карты памяти, проверенные, которые работают нормально с камерами видеонаблюдения. В комплекте винты крепления, дюбели, скрепка для сброса камеры к заводским установкам. Скрепку кладут, потому что нету на отводе кабеля кнопки сброса, а кнопка сброса у нас под герметичной силиконовой пробкой. Такой вот. В этом месте. И здесь слот под карту памяти находится. И вон там вот в отверстии кнопка сброса. Нащупываем ее скрепкой, нажимаем, удерживаем до голосового сопровождения или же больше 10 секунд. И камера сбрасывается к заводу. И вы можете ее перенастраивать. Например, забыли пароль входа, который вы поставили. Или еще какие-то моменты. Это IP-камера, обычная IP Wi-Fi камера. Мини-компьютер, которая требует иногда перезагрузки и возможные варианты сброса к заводским установкам и настройки заново. Нестандартное приложение для моего канала. Редко попадались, но когда-то я уже показывал вам камеры с приложением Uilot, английский и китайский языки. Ну, в общем-то, здесь все понятно. Как настраивать. Наверное, что вам больше всего пригодится, это QR-код для нахождения приложения в Play Market или в App Store. Разъем питания от блока питания в разъем питания камеры в единственный. Тут очень все плотно и герметично. И включаю блок питания в розетку. Индикатор красным светит. Несколько минут ждем. Пойдет загрузка камеры. Тестовый режим. Будет она калибровать свое поворотное устройство, и скорее всего будут какие-то звуковые сигналы или команды из камеры подаваться. Так и есть. Голоса нету, музыкальный звук слышите. Ждем дополнительных сигналов. Вот сигналы точного времени, как из советского радио. И по идее камера уже готова к подключению. Приложение Uilot установили уже вы. Список устройств у меня пустой, потому что у меня камер нету. Например, добавили вы эту камеру, купили. Будет она у вас в этом приложении. Картинка ее. Купили вторую такую же, добавили также. Купили с приложением Uilot другого типа камеру. Также она у вас здесь будет. Жму плюс. Все русифицировано и понятно. Соединение Wi-Fi, 4G камеры имеются с поддержкой сим-карт.
Прямое подключение точки доступа. Со смартфона можно на камеру заходить по Wi-Fi в пределах 10 метров, в пределах работы сигнала Wi-Fi. Конфигурация hotspot для Wi-Fi. Вот это, скорее всего, сетевой кабель для подключения. Но у нас нету, камеры есть различные. Говорит о том, что камеры есть и с работой по кабелю. Соединение Wi-Fi. Я слышал звук последовательности. Далее роутер выбираете, к которому по Wi-Fi хотите привязать камеру, и вводите пароль роутера, то есть пароль доступа к Wi-Fi. Готово. Далее QR code scanned is successful. Connecting to Wi-Fi. готово. Я услышал подтверждение. Далее идет сопряжение. Все понятно. Камера говорит на английском языке, но фразы понятны. Wi-Fi подключен. Ожидаем добавления камеры. Pairing is successful. You can start using your camera now. Желательно, чтобы первое подключение к Wi-Fi было в непосредственной близости к роутеру. Напрямую зависит... Окей. Напрямую зависит успех подключения. Если будете далеко от Wi-Fi роутера, сигнал будет слабый, то подключение может быть проблематично. Присваиваю имя. Можете сами прописать. Далее. Облачный сервис есть. Уже приходят уведомления, что движение пошло перед камерой. Можете ознакомиться. 30 дней бесплатно, и потом какая-то оплата будет. Хранить можно данные с камеры на облаке. Так, карту памяти я, как всегда, забыл вставить. Список устройств и камера уже у нас есть. Так, можно такой просмотр вести. Несколько камер будет. В онлайне можно будет несколько камер так вот в списке устройств просматривать, я так понимаю. 2 раза, если кликнуть. Пошла инструкция. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Глуховатый какой-то звук. Сразу видно проблематично со звуком. Очень хороший отклик и очень быстрые повороты. Шустрая камера, шустрая. Очень шустрая. Так, 3 ночных режима. Понятно, авто. Оть-зать. Что-то я помню такое. Оть-зать. Можно включить даже днем. Кому-то поморгать. Например, приходит кто-то, а вы раз. И очень яркие, очень мощные LED-светодиоды в этой камере. Я прямо, смотрите, днем, и я нахватался зайчиков. Реально, вот смотришь в них, все. Нахватался зайчиков, капец, автоматически. То есть при движении будут включаться, если поставите в автомате. По силуэту человека, кажется, камера есть. Отслеживание силуэта и фиксация силуэта человека. И слежение есть в камере. Дальше посмотрим. Нажмите для длительного разговора. Окей. 1, 2, 3, 4, 5. Динамик классный. Микрофон, такое впечатление, что я говорю из ведра. А динамик супер. Подтверждение того, что камера работает на 5 ГГц Wi-Fi. Захожу в настройки камеры. Настройка сети. Информация. Внутренний IP-адрес 192.168.0.116. Захожу в приложение своего домашнего роутера. Захожу в раздел клиенты. 5 ГГц. Неизвестный клиент. IP-адрес 192.168.0.116. Камера не имеет NVIF протокола, поэтому в видеорегистратор ее не нашел в домашней сети. Открытие камеры. При вас установил на улицу. В том месте у меня не очень хороший сигнал Wi-Fi, можно сказать, никакой. Камера на улице. Сказать про картинку не могу сказать, что супер. Картинка среднего качества. Так. Ага, в HD можно поставить авто и Full HD. Немного резче стало, немного как бы лучше, но видно, что вариант 2-3 мегапикселя, не больше. Что заметил, смотрите, как можно управлять камерой. Понятно, что джойстиком
туда-сюда вводите, управляете картинкой. Но можно и центровать или акцентировать камеру на каком-то из объектов, 2 раза кликнув по тому объекту. Вот она берет тот клик в центр внимания. Например, раз, два. Вот здесь вот она раз и опустилась туда, сюда. Вот так вот можно управлять камерой. Очень, кстати, удобно, не нужно попадать несколько раз. Увидел какой-то объект, надо туда направить камеру. Ты это сделал. Все, камера чисто работает по Wi-Fi, по кабелю вы видели, подключение невозможно. Меняется картинка, видите, экспозиция в зависимости от освещенности. Ну так, как-то пересвечен. Есть моменты, что картинка пересвечена. Не знаю, может как-то можно отрегулировать ее будет. Есть, кстати, приложение, то есть программа на компьютер. На компьютер ELOT. Не могу я ее найти для скачивания. Если что, подскажите, дайте ссылку, поделитесь в комментариях, кто нашел. Управлять и вносить какие-то настройки также можно будет с компьютера. Ну или со смартфона. Скорее всего, камера вот подойдет тем, кому нужна одна камера, кому нужна небольшая камера, без заморочек в подключении, на хорошем сигнале Wi-Fi. У кого 5 гигагерцовый Wi-Fi, вот камера вам подойдет. Такой вот вариант отслеживания также возможен с приложения. И также работает такое управление. Цифровой зум заявлен. Ну, здесь уже никакой четкости нельзя будет говорить. Ну, вот так. Такое вот управление. Слежение не нашел я. Просто определение движения. По движению камера будет присылать уведомления вам на смартфон. Экспозиция, да, работает. Видите, пересвет в некоторых моментах. Потом камера, вот нормальная экспозиция работает. Картинка выравнивается. Четкость на нормальном уровне. По настройкам. Шестеренка. Кстати, можно перевернуть картинку. Ну, это, скорее всего, касается других камер. Например, камеры, которые хотите вы, там, например, домашние какие-то, или если вы опрокинули камеру, перевернули ее вверх ногами, можно картинку опрокинуть. Вот. Перевернуть. Шестеренка и информация по камере. Включить-выключить камеру. Настройки камеры, поворот изображения ПО. Ну, это тот поворот, который я вам показывал. Микрофон камеры включить-выключить. Ночной режим, 3 ночных режима. Все понятно. Умное будет тревожное сообщение при обнаружении. Имеется в виду включение LED-светодиодов и переход в цветной режим. Часовой пояс также можете ставить. Успешно отмечено. Успешно отмечено. Не знаю что, посмотрим дальше. И версия ПО, и в случае, если будет обновление, то будет оно именно там. Голосовое управление, совместимость, наверное, с Алекса, Эхо. Да, уже кому нужно конкретно. Запись карты SD. Запись событий можно ставить. Или же постоянка. Форматировать карту, ну, статус карты в хорошем состоянии, поэтому не буду форматировать. Хранилище используются проценты, есть информация, если что, можно отформатировать. Облако также можете ознакомиться. Интеллектуальное обнаружение, определение движения. Нету такого вот здесь определения силуэта человека, я смотрю, что. И уровень чувствительности. Если не хотите, чтобы камера определяла сильно много всего, там траву, листья, шевеления, то средний или низкий. Уже смотрите по своей, где камера стоит и какие там у вас движения. Частота оповещений, низкая частота предупреждений. То есть можно советы еще почитать какие-то, ну короче на английском. Перетащите ползунок, чтобы настроить частоту оповещения. Ну, по графику можно еще ставить. Индивидуально настраиваете, когда камера будет вам присылать сообщения по тревоге и все остальное. Звук тревоги камеры имеется в виду звук в динамике. Движение перед камерой будет сирена из динамика звучать. Ну, все просто. Здесь вообще без заморочек камера. Защита пин для входа на камеру. Включить-выключить камеру есть такой момент. Давайте посмотрим, что там. Выключено все. Можно включить.
Все появляется. Планирование. Машина с таймером. Время нахождения устройства. Что это? Временная загрузка только один раз 8:00. То есть работа камеры по расписанию. Можете ставить. Именно. Работа камеры по расписанию. И в самом низу удалить камеру. Кому хотите, если камеру продать, подарить. Нужно вам будет удалить ее из своего аккаунта. Здесь в приложении. Чтобы человек добавил ее. Мог добавить к себе. Ну и также уведомления по тревоге. Все, что вам присылала камера в приложении, будет. Даже видео сразу. Переход сразу на видео. Ну и со звуком. Да, удобно, что клик и сразу переход на видео, а здесь у тебя картинка. Ну и здесь клип какой-то создать. В облако. Ну, короче, агитируют вас, чтобы вы на облако подключились. Дополнительный их заработок, это понятно. Ну и здесь, если несколько дней будет, можно будет выбирать календарь, смотреть все, что сохраненное там. Воспроизведение, открываем карту памяти и пошли ролики сразу. Ну или постоянное, или тревожное, что у вас там будет. Можно вот так увеличить, протаскивать и просматривать. Ну, звук глуховатый, ну что-то да можно услышать, разобрать. Главное, что нету никаких помех, не трещит, ну то есть этих моментов нету. Будет облако переключения на просмотр на облако. Вот сейчас черным активирована карта памяти. Воспроизведение с карты памяти. В общем-то все прописано. Ну так неплохо, удобно. И выход на устройство в онлайн. Если устройство жмем и в онлайне смотрим. Смотрите, она следит. Подождите, а что же я включил, что она начала следить? И следит далеко. Нифига себе. Маршрутка там проехала, не все камеры там, в общем-то, следят. Не знаю, чего она решила следить за машинами, вон сама себе. Что я включил, я тоже не знаю. Провожу эксперимент. Успешно помечено или отмечено. Пробую убирать. Успешно отмечено в настройках камеры. В настройки камеры основные вот. Настройки камеры, поворот изображения, ПО и другие. И смотрим. Ждем автомобиль. Да, успешно отмечено. Это у нас будет называться теперь с сегодняшнего дня слежение за движущимся объектом. Вот, автобус бы она 100% бы его бы провожала. Захожу еще раз, включаю успешно отмечено. И смотрим. Да, все. Успешно отмечено и пошло слежение. Следит очень классно. Следит, то есть, за объектами, которые вон далеко. Не все камеры распознают. ICC камеры за теми объектами не следят. Здесь камера, ну, более чувствительна к определению движущихся предметов. Следит, понятно, за всем подряд. Нету чуда здесь. Нету такого, что там за человеком следит. Или это не тот ценовой диапазон камеры. Так, а что? Full HD, да. Ну, нормально. Следит нормально и далеко. Надо ее просто отвернуть. Сейчас попробовать. Так, сейчас будет слева выезжать автомобиль. Давайте посмотрим, вообще успеет ли она. Ну да, берет в центр и провожает. Успевает. Слежение нормальное. И следит далеко. Старается держать в центре предмет. Ну, это не сильно, это не совсем нормально. По прошлым камерам показывал я вам тоже варианты, когда камера не успевает поворачиваться за объектом из-за того, что она его берет в центр, перекручивается, объект проезжает, и она его теряет. Ну, это как бы успевает. Ночная картинка с камеры довольно-таки неплохая. Вот, кстати, по движению сейчас вариант вы видите перехода в цветное изображение и включение LED светодиодов. Очень яркие, смотрите, дождь идет. Все темно. И вот задержка. Задержка стандартная, наверное, секунд 30. Стоит, ну, нормальная задержка. Все темно, и картинка довольно-таки неплохая. Скажу вам. Так, давайте. Вот мне нравится вот это управление. Даже джойстик я не использовал сегодня. Вот чисто куда тебе нужно. Чтобы отцентровалась картинка. Туда и тыкаешь двойным кликом.
Кстати, в одной плоскости, следит только в горизонтальной. Выходил я, проверял, вертикальной не хочет следить. И можно включить принудительно от. И включаешь белые LED светодиоды и переводишь картинку в цвет. Таким вот образом. Очень хорошие, очень мощные LED светодиоды. Насчет этого хорошо. Насколько хватит их? Ну, я думаю, что метров 10-15. Ну, 20 может максимум. Это не дальнобойная камера, поэтому вы должны это сразу учитывать. На 10-м этаже ее нет смысла располагать. Ну вот, светят они капитально. Светят капитально. То есть такой себе еще плюс прожектор с датчиком движения. Потому что по движению будут включаться они. И со слежением. Если оставишь слежение на ночь, ну хотя на ночь слежение оставлять нет смысла, потому что камера будет гоняться даже за светом автомобильных фар. Слежение, если надо днем. Кстати, слежение днем отработало вообще отлично. Я даже ее и не выключал. И в двойном можно в авто поставить. Это именно тот режим, когда по движению будет переходить, включаться. Или же выключить вот сзади. Перечеркнут фонарь. Не будет этот режим работать. То есть белые LED светодиоды ни по какой причине не будут включаться. Будет постоянно в черно-белом режиме. Уведомления. Также очень здесь вот это нормально. Придумали быстрый просмотр. Вот это тоже что нравится. Загружаешь и просматриваешь. Тут же можно скачать. Накачал я уже роликов отсюда. Сразу сохраняется в папку смартфона. Ролик. Короткий вот этот. Следит отлично. Вот еще раз. Короткие вот ролики пишет. Если хочешь перейти полностью к ролику, то перекидывает на карту памяти. Вот полное видео. Или переигровка повторить. На полное видео перекидывает. И там уже разбор полетов с картой памяти. По работе приложения также вопросов нету. Ни разу не было каких. Целый день я периодически заходил на камеру. Просматривал, поворачивал камерой, включал-выключал какие-то функции. Не было вопросов у меня к приложению, что там медленно заходит или долго грузится. Напрямую зависит вход на камеру и просмотр картинки в хорошем качестве. Напрямую зависит от качества интернета. Это вы должны учитывать сразу. Если вы заходите с мобильного интернета и он плохой, многие начинают сразу грешить на камеру. Сразу момент рассматривайте с интернетом. Второе, сигнал Wi-Fi. Камера не может работать по кабелю, по Wi-Fi только, поэтому сигнал Wi-Fi в месте установки камеры также должен быть на должном уровне. Если какие-то у вас сомнения, снимайте камеру, несите ее и подключайте рядом с роутером. И проверяйте вот эти все моменты. Это касается не только этой камеры, а вообще всех Wi-Fi IP-камер, видеонаблюдения. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Канал в Телеграме также есть мой. Чат по видеонаблюдению в Телеграме. Все полезные ссылки в описании к видео. Инстаграм также веду. Кому удобно в Инстаграме, также в Директ. Пишите, отвечаю на вопросы. Всем удачи, до следующих видео.